Всем доброй ночи. Вы знаете, видимо, мои новые зрители, да и те, которые давно следят за каналом, из-за этих бесконечных сливов каналов не могут найти денежные заговоры, хотя их миллионы. Но я подумала и решила подарить еще денежные заговоры, потому что я считаю, что самая главная сильная энергия, которая дает уверенность в завтрашнем дне, это деньги. И денежную силу, денежную энергию нужно закреплять. Итак, дорогие друзья, вот этот заговор лучше читать человеку, который занимается торговлей. Неважно, он дома продает свои вещи, или на рынке, или у него магазин есть. В любом случае, даже если вы продаете на сайте что-то, да, в любом случае вы можете перед тем, как начать свою работу, начитать. Если вы прочитаете это над тем товаром, что продаете, если у вас продажа именно вещей, то возьмите одну вещь или положите руку на эти вещи, на эту упаковку и начитайте 6 раз. Если прочитайте просто перед тем, как сядете за компьютер, если у вас интернет-магазин или что-то еще, скажем так. Значит, как сели за работу, прочитайте 6 раз. В любом случае это притягивает деньги. Особенно для тех людей, которые участвуют в ярмарках, там, в каких-то продажах, может быть, отправляют свои работы, неважно. Им тоже поможет в том случае, если они над товаром прочитают, или просто прочитают для того, чтобы привлечь клиентскую базу и так далее. Итак, поскольку я вам даю проверенные ритуалы, те, которыми сама пользовалась много лет, и не только я, если правильно все сделаете, обязательно у вас получится. И вы сами удивитесь тому, как все это распродастся за короткое время. Итак, читаем 6 раз. Купец, торгаш, богатей. Ведешь свой торг, в деньгах знаешь толк. И торговля вся впрок. Купи, продай, народ налетай. С прилавка сметай. Торгует купец шелком да мехами, камнями да всякими вещами. Продам-ка и я свой товар. Говорите, можете перечислить. Кто увидит, всякий купит. Да будет так. Еще раз. Купец, торгаш, богатей. Ведешь свой торг. В деньгах знаешь толк. И торговля вся впрок. Купи, продай, народ налетай, с прилавка сметай. Торгует купец шелком да мехами, камнями да всякими вещами. Продам-ка и я свой товар. Называйте. Кто увидит, всякий купит. Да будет так. И так 6 раз. Следующее, что я хочу вам подарить. Это намак. Вы знаете, что на мак очень много существует денежных заговоров, и они очень эффективны, очень быстрые. У меня таких заговоров много. В некоторых, в некоторых заговорах этот мак сыпется в кошелек, в некоторых возле порога, много различных. Вот на сей раз мак нужно посыпать в карман. В любой карман, может быть, зимой лучше это сделать в карман, значит, посыпать шубой, либо пальто, которое вы носите, да, часто, чтобы ваши карманы были полны денег. Можете посыпать в карман брюк, если это мужчина будет делать. В любом случае, постарайтесь, чтобы вот в 3 кармана, то есть в карманы 3 одежд, они были посыпаны по чуть-чуть. Через некоторое время, когда это все высыпется, где-нибудь пропадет, можете повторять. Итак, намак. Вот берете вот так или сыпите на ладонь, неважно как. Главное, чтобы перед вашими глазами и чтобы вот ваши слова как бы шли прямо вот туда, как прямой линией губы с этим маком. Растет красный мак посреди 4 дорог. Подует ветер,
разметается маг. На юг, запад, восток, север. Разлетится. Разлетятся маковки. Искать мне денег, дарить мне богатство. Маг не имеет счета, и маковки не сосчитать. Так и денег моих не сосчитать. Сколько маковок, столько денег, столько добра в мои закрома. Заклинаю ключ, замок, язык. Аминь. 7 раз читайте. Желательно 7 раз. 3-7 раз. Я думаю, что 7 раз можно прочитать, да, не поленитесь. Итак. Сейчас, секунду, чтобы правильно открыть. Нужно взять красную свечу, написать свое имя при рождении, которое не второе имя, не творческий псевдоним, а свое имя, которое вам дали родители. Написать нужно снизу вверх, чтобы имя ваше вверх поднималось. Мое имя просто как ни пиши, все равно одинаково. А если, например, Елена, да, значит, Е пишем здесь. Елена. Поднимается имя наверх. Я думаю, что поняли, о чем речь. Посыпала тут благовониями. Ну, ничего страшного. Вам пригодится либо масло розы. Вот так нужно мазать свечу. Если нет, то купите розу, выжмите. И вот этим маслом из лепестков намажьте красную свечу. Это древний армянский заговор. Читался на огонь или свеча привязывалась красной лентой. Но поскольку у нас есть сейчас красная свеча, можно приобрести, да? Поэтому выжимали, значит, масло розы. Кстати, масло розы хранили и зимой можно было приобрести где-то или у себя. Как правило, все изготавливали тогда хозяйки. Нужно было намазать, написать имя свое, нацарапать или написать. В древние времена, в принципе, царапали на свече. Зажечь и прочитать. Читать нужно в темное время суток. Луна не имеет значения, если где-нибудь будет важен, то есть лунный цикл, я обязательно об этом скажу. Поэтому, когда спрашивают, я заранее говорю. Если будет нужно, если это будет играть роль, я вам скажу. Если я не говорю, значит, это можно провести в любое время, в любой день. Итак, читать нужно столько раз, пока у вас голова не закружится. Но читать нужно последние строки. Сейчас я прочитаю. То есть 3 раза общий заговор читайте, а вот последние строки, которые я выделила, я вам скажу, этот припев, как бы, да, так грубо говоря, читайте столько раз, пока голова не закружится. И если вам нужны финансовые вливания, вы должны это делать 7 дней подряд, то есть 7 вечеров подряд. Вот так зажигайте, читайте общий заговор 3 раза, последний куплет читайте столько раз, пока голова не закружится. Оно может на 7-м там чтении закружиться, а может сразу. Да? Это, вот уже перед глазами стало как-то вот туманно все. И когда вы 7 дней это прочитали, после этого зажигайте свечу, чтобы она до конца догорела. Потому что каждый раз после чтения вам нужно будет потушить свечу. Ну, потушите специально, там есть приспособление, но сейчас я не взяла, либо пальцами, если пальцев не жалко. Я перевела этот как бы заговор, исправила где-то, приспособила, сделала немного в стихотворном таком варианте, чтобы более так доступно было для зрителя. Вы знаете, что армяне были огнепоклонники, для них огонь священный, и очень много связано вообще с огнем ритуалов. И дело в том, что огонь считался как бы вселенской энергией, так и есть. И через огонь заклинали, через огонь очищали жилище. Через огонь есть у нас традиция, такой праздник, ну, как у русских, собственно говоря, Иван Купала, да, у славян. У нас есть тарандес, когда, прыгая через огонь, очищались
от всякой скверны. 40 дней зажигали огонь в доме, где ребенок родился. Считалось, что огонь очищает пространство и сжигает злые силы и прочее. Так что заклинание через огонь у армян, оно как бы, знаете, имеет многотысячелетнюю историю, а значит, оно сильное и сразу начинает работать. Если вы будете делать все правильно, как я говорю, и, естественно, внизу набирает, Яна всегда набирает текст, что вам даже как бы ничего труда не составить, переписать или для себя скопировать это все и провести. Если у вас есть свой бизнес, если у вас есть своя работа, да и просто люди, которые получают зарплату, у них тоже может быть очень много вливаний с разных сторон или дары от людей, да, неожиданные, внезапные даже. Итак, 3 раза общий заговор и куплет последний столько раз, пока голова не закружится. Начнем. На свечу красную отправляю заклинание. Над красным огнем звучит мой заговор. Ты огонь священный, ты огонь великий, вечный жар вселенский. От трушан богов. Сегодня мне служить готов. Огонь горит, жар к богам поднимается. Что прошу, то сбывается. И говорите потом свое желание. Например, да? Хочу, чтобы моя работа приносила мне доход. Или дай мне большие доходы. Помоги мне там найти много, я не знаю, клиентов для своей работы, если у вас продажи и так далее. Каждый человек сам скажет, но учтите, пусть это будет короткая просьба, четкая, ясная, чтобы постоянно это повторять. На свечу красную отправляю заклинание. Над красным огнем звучит мой заговор. Ты огонь священный, ты огонь великий, вечный жар вселенский. От трушан богов. Сегодня мне служить готов. Огонь горит, жар к богам поднимается. Что прошу, то и сбывается. А Трушан – это жертвенник огня. В древние времена на Древнем Востоке были огромные жертвенники огня, на которых просто день и ночь горел огонь. Огненная стена была. От Трушан. На свечу красную отправляю заклинание. Над красным огнем звучит мой заговор. Ты огонь священный, ты огонь великий, вечный жар вселенский, от Трушан богов. Сегодня мне служить готов. Огонь горит, жар к богам поднимается, что прошу, то и сбывается. Вот это вот, последний вот этот куплет читайте столько, пока голова не закружится. Сейчас для уточнения еще раз прочитаю. Огонь горит, жар к богам поднимается, что прошу, то и сбывается. Желание. Снова огонь горит, жар к богам поднимается, что прошу, то и сбывается. Желание заклинаю. Огонь горит, жар к богам поднимается, что прошу, то и сбывается. Желание, говорите, заклинаю. Вот, собственно, пользуйтесь на здоровье. Пусть ваши копилки еще прибавятся. Нужные, достойные и сильные работы. Всем удачи!